История Oriflame началась с двух братьев, Йонаса и Роберта Афьокник, давно мечтавших о создании собственного бизнеса, и в конце 60-х им представился такой шанс. Тогда все и началось. Компания Oriflame была создана, перенесена в Брюссель и выведена на международный рынок. Если 50-е годы в Швеции характеризуются осторожным оптимизмом послевоенного времени, то 60-е стали урожайными для многих компаний, удачно продвигавших свои бизнес-идеи. Какие-то из них меняли стратегию, сменив внимание с производства на продажи. В духе времени Йонас и Роберт Афьокник и их товарищ по партии Бенгт Хельстен загорелись идеями созидания и движения вперед. То, что выбор троих друзей пал на косметику, стало случайностью, как и использование системы прямых продаж. Однако мысль не останавливаться на одном шведском рынке случайной отнюдь не была. Решение было принято сразу. Компания получила название Oriflame International. Первая встреча трех основателей Oriflame состоялась 14 августа 1967 года. Они договорились, что Бенгт Хельстен уволится из Electrolux и будет отвечать за организацию деятельности в Швеции. Роберт займется бухгалтерией и логистикой, а Йонас – финансированием. Пришла пора поиска денег для всего необходимого предприятию, от названия и логотипа до продукции и персонала. Швеция тогда не была страной малого предпринимательства. Рисковый капитал можно было получить только в банках, которые отнеслись к проекту без всякого интереса. Все, кроме одного. В Банке Скандинавии партнеры встретились с Арне Эгрен. Он выразил скептическое мнение о столь необычной идее, но поскольку трое инициаторов проекта готовы были лично внести по 18 тысяч крон, директор выписал чек на 100 тысяч, сказав при этом следующее: «Все это неразумно, у вас по 2 высших образования, отличная работа, а вы хотите продавать губную помаду на домашних встречах. Я лично ничего не понимаю, но раз уж вы сами так сильно верите в свое дело и даже готовы ради него оставить свою работу, то мне остается только поверить в вас». Начало было положено. Отец Бенгта Хельстена был директором рекламного агентства. Вернувшись с ним домой из поездки в Испанию, Бенгт привез проект логотипа, который прослужил компании более 30 лет. Кстати, Oriflame в переводе с латыни означает «золотое пламя». Первый ассортимент продукции Oriflame состоял из декоративной косметики и нескольких кремов для кожи. Но надо сказать, что качество продукции было на порядок выше имеющихся на рынке аналогов. В 1976 году компания Oriflame вывела на рынок продукты, предназначенные для поддержания здоровья, но продавались они недолго. Теперь они снова появились в ассортименте под логотипом Wellness. Первым офисом компании стала двухкомнатная квартира на улице Линнея в центре Стокгольма, но уже через пару месяцев оказалось, что места недостаточно. Затем последовал еще один переезд, на этот раз в здание Ротогравюр в Броме, прежде чем компания перебралась на свой первый адрес в Брюсселе. Молодежи требовалась декоративная косметика, рынок был огромен. Вот тогда и появился Oriflame с новой бизнес-идеей. Компания не стала первой на рынке прямых продаж Швеции, но первой предложила покупателям приобретать косметику в домашней обстановке. Многих заинтересовала возможность больше узнать о средствах по уходу за кожей, попробовать продукцию, задать вопросы, на которые в эксклюзивных магазинах просто не хватало смелости. Именно поэтому домашние презентации стали отличной формой реализации косметики. В 1969 году стало ясно, трое основателей выбрали верный путь в бизнесе. Прямые продажи приносили доходы, а домашние презентации становились все более популярными. Люди не только получали возможность дополнительного заработка, но и развивались в личном плане на новой работе. В 1972 году братья попробовали перейти к продажам через каталоги по принципу «из рук в руки». Первый каталог Oriflame получил название «Специальный августовский выпуск» и состоял всего из одной страницы с рекламой одного единственного продукта, а тираж составлял 1000 копий. Улучшение экономического положения компании стало очевидным.
Наконец, Йонас и Роберт смогли почувствовать удовлетворение от достигнутых результатов. Обороты компании составляли 10 миллионов, а валовая прибыль 2 миллиона долларов. В 1977 году в Дублине открывается первая фабрика компании. А в 1998 году, после падения Берлинской стены, братья Афьокник создают новую рекламную кампанию, покоряют Россию и бывшие советские республики. Oriflame развивается и в других частях мира и преодолевает кризис в России. В эти же годы компания выходит на новые рынки – Болгария, Греция, Румыния, Португалия, Латинская Америка, Индия и многие другие. В настоящий момент компания работает на рынках более 60 стран. В 2005-2007 годы Oriflame получает разрешение на торговлю в Китае. Уровень продаж достигает 1 миллиарда евро, а головной офис компании переезжает из Брюсселя в Стокгольм. Oriflame сегодня – это крупнейшая шведская косметическая компания прямых продаж в Европе, ежегодный объем продаж которой составляет более 1,5 миллиарда долларов, более 3,5 миллионов консультантов по всему миру. И ежегодно выпускается около 1500 наименований продукции, включая 800 новинок, в разработке которых принимает участие более 100 ученых. Это была история косметического гиганта Oriflame. Напиши в комментариях, если пользуешься этой косметикой, а также ставь лайк и подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии о брендах, которые ты любишь.